Мои приветствия всем! С вами Алена Старовой, это проект «Ключи и мастерства». И сегодня у нас с вами групповая медитация уже июля месяца. Несмотря на то, что 25-й год, кажется, тянется бесконечно, да, а время все равно летит и очень-очень быстро. Всем пламенный привет! Давайте для начала проверим звук, потом будет, как обычно, небольшая вводная, которую я периодически теряю. Я вам пока придумала тут. Я же себе на день рождения, мне, вернее, Марис подарил барабаны. Я его ни разу не доставала. Для чего? Для того, чтобы когда я стучу по столу, хотела, давайте я постучу. Правда, я им ни разу не стучала еще за это время. Там как эти такие, да? В Африке или где они там ходят. Вот такая вот история. Так, эту штуку я сдвигаю. Немножко разнообразия. А то, получается, купила, а на выходе ничего не делают. Так, что у нас? Запустилось, по-моему, везде. И это хорошо. Итак, на всякий случай напомню, да, что, во-первых, у нас с вами, как обычно, мультистрим. Соответственно, мы продолжаем вести трансляции в YouTube, в Запредграмме, в Запредбуге, но при этом проводим параллельно еще в ВК-видео и в Рутюбе, для того, чтобы аудитория могла смотреть. Более того, после каждой трансляции аудиозапись выкладывается в подкасты, да, он так у нас называется, в круге света, на Яндекс.Музыке, в частности, для того, чтобы можно было слушать в приложении без интернета, как у нас говорят. К сожалению, вот не все так можно сделать, но, по крайней мере, трансляции мы туда загнать можем. Ну и сразу предупрежу всех, что тема сегодняшней трансляции называется она «Переломный момент». Если бы я проводила вчера, я бы немножко под другим углом все это рассматривала. Сегодня нарисовался еще один аспект, на который стоит обратить внимание. Но прежде чем мы перейдем к самой теме, может быть, кто-то у нас присутствует впервые. Если такое есть, поставьте, пожалуйста, сейчас циферку 1. Я обычно в начале провожу опрос. И пока я буду рассказывать общую информацию, напишите, что конкретно сегодня, ну, еще и вчера чувствовали. Да, мы сейчас вот в текущей энергии зайдем, но вот как о состоянии. Вот если чувствуете этот переломный какой-то момент. Название я взяла у Лорен Гарго, но вот переломное, да, что-то. То есть вот какая я была позавчера, давайте скажем так, начало выходных, и то, что происходит сегодня, кардинально очень сильно отличается. И я этот перелом вижу. Сейчас мы его с вами разберем. А для тех, кто у нас вот единички, вижу, присутствуют впервые, я просто проведу небольшую предысторию. Начиная с 2012 года, как раз-таки примерно тоже в июле это началось, правда, на день вне времени, мы стали на ключах мастерства проводить групповые медитации. Задача была какая? Во-первых, выбираем мощный день, а это вообще даты порталов, многих называют зеркальными датами 1.1.2.2.2, но в духовной теме эти порталы никакие не зеркальные, это те дни, когда идут мощные загрузки кодов, информации, света, энергии и так далее. Соответственно, энергия зашкаливает очень мощно, а когда мощный луч света направляется на какую-то часть жизни, да, если там есть что-то несбалансированное, оно поднимается. Это одна важная часть, что нужно знать про групповые медитации. Вторая часть. Когда мы стоим в круге света, а если я не ошибаюсь, то еще во времена, когда я организовывала семинары Сили Фэн, то есть канал Архангела Михаила в России, они там на какой-то вот как раз на одном из семинаров, они там встали в круг, и я поймала это ощущение силы. Потому что когда ты один идешь, да, ты можешь медитировать, ты можешь ходить практики, у тебя занимает время для того, чтобы подниматься по уровню. Когда стоит большое количество людей в круге, если кто-то участвовал, не знаю, там в женских кругах, не знаю, там какие-нибудь танцы мира, там тоже люди в круг встают, да, то это ощущается очень сильно. Почему? Потому что срабатывает эффект синергии, когда 1 плюс 1 никогда не равно 2. Оно может равняться 4, 6, 8 и так далее, но главное, что 1 плюс 1 не равно 2. Именно за счет силы людей. То есть сила собирается, и поскольку мы все-таки большую часть времени делаем практики для себя, для личной либо для духовной трансформации, на выходе, получается, можно пробить
некий потолок или барьер, в который ты уперся. И получается, поднимается, по крайней мере, однозначно выше получается. И в очень-очень редких случаях мы проводим, как их называю, коллективные медитации, групповые, когда мы что-то делаем для других. Так вот во времена пандемии мы по всему миру ставили столпы света, трансмутации, преображения для того, чтобы хаос, панику людей, недовольство преобразовывать и так далее. Но такие случаи бывают максимум один раз в год. А сегодня у нас медитация будет немножко отличаться. Я бы назвала, она будет символическая, потому что там будет очень важный символ. И она будет многоуровневой, соответственно, в зависимости от того, где вы находитесь, какой уровень вам срезонирует, туда и пойдем. Это короткое вводное. Дальше. Вводное про вот эти порталы, врата, называть их можно по-разному. Сегодня у нас 7-7. В текущей энергии сейчас зайдем, но день мощнейший. Соответственно, всегда одна и та же рекомендация. Следующая такая дата будет 8-8, потом 9-9. Что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались, самое главное не включаться в выяснение отношений, какие-то неразберихи и по максимуму сохранить состояние наблюдателя. Как будто бы вот перед вами разворачивается некий театр. Почему? Потому что если вы включитесь, войдете в эмоции, да, выходите из штопора при таком потоке мощнейшем энергии, будет в разы сложнее. Поэтому в такие вот даты очень классно, когда вы наедине с собой, на природе погуляли и вообще просто находитесь в таком прибалдевшем классном состоянии. Несмотря ни на что, и, можно даже сказать, бывает вопреки всему, но вот в таком вот прибалдевшем состоянии. Потому что в личность в такие моменты впасть очень легко, а выходить из этого сложно. Вот. Но у кого не получается быть наблюдателем, этому можно учиться. Есть у нас и на сайте статьи про позицию наблюдателя, буквально там парочку медитаций, а если посмотреть, что есть в Рунете, там в разы больше. Просто такие моменты, если не умеешь, втягиваешься, да, надо, целенаправленно к этому идти, шаг за шагом реализуя. Но я сейчас не буду пока читать, в смысле, не буду сильно включаться, буду читать то, что ответы на вопросы, да, накатило сегодня, сдерживаю слезы, кажется все бесполезным, наивным. Вчера и сегодня немного трепетно, что-то важное происходит. Угу. Сил много, энергии в прямом смысле зашкаливает, переломный момент чувствуется. У нас сегодня, кстати, очень активный YouTube. Обычно там как-то поспокойнее. Так, в ВК я пока не вижу комментарий. В Рутюбе полное ощущение, что ничего из того, что было, больше нет, потому что этот опыт больше не работает никакой. Кроме опыта благодарить и кайфовать, что бы ни было. Слушайте, я не знаю, видели ли вы трансляцию. Я, получается, когда это была в субботу проводила трансляцию, называется «Между небом и землей». У нее потом еще будет вторая часть. Вот тот, кто чувствует себя зависшим, не застрявшим, да, как будто бы откуда-то вышел. То есть старая реальность, вот это ощущение было, устраивало, не работает, не тянет, не резонирует, не вдохновляет. А в новое не вошли. Посмотрите ее. Там скорее для начального и среднего уровня. Вот хочу продолжение сделать. Там надо еще одну статью выпустите, тогда можно будет дообсуждать тему. Вообще, по ощущениям, мощно получилось. Одна из самых мощных вообще из всех трансляций на ключах. Там какой-то такой поток мощный пер. И вот смотрите, разница какая-то была суббота. Он прям такой был, накрывал. А сегодня ощущения совершенно другие. Так вот, давайте начнем с самого начала. Да, добро пожаловать в июль месяц. Июль и август у нас два особенных месяца в году. Вот мы любим, да, Новый год праздновать. У кого-то, может быть, не знаю, там с днем рождения какие-то празднования хорошие связаны, еще каникулы, когда длинные, да, рабочие каникулы. На самом деле, вот этот период, начиная со второго, получается, в этом году, июля, уже начинаются некие процессы. Но надо заглянуть чуть пораньше, потому что все начинается с момента летнего солнцестояния. Мы с вами же раскладывали, да, как раз-таки, по-моему, на трансляции про летнее солнцестояние, вот этот годовой цикл, что на весеннее равноденствие мы сажаем семена, начиная с летнего равноденствия мы начинаем их поливать, удобрять и так далее, потому что всходы пошли. Осеннее равноденствие для чего? Да? Там начинается сбор урожая, все собираем, убираем, наводим порядок, это вот декабрь, выводы свои и так далее. То есть там прям есть целый цикл. И вот эти вот порталы по месяцам, с ними очень сильно пересекаются. И
И вот начиная с летнего солнцестояния энергия начинает подниматься вверх, выстраиваться таким образом. И, казалось бы, солнцестояние прошло, а спокойствия нету. Просто, может быть, не в таком темпе, не с такой накачкой, как оно происходит перед самим солнцестоянием, особенно летним, да, но энергия идет вверх-вверх. И потом наступает такой момент, который именно в духовных школах называют это врата Сириуса, портал Сириуса. Это когда выравнивание идет с Сириусом, который передает очень электрические коды, самое главное, сильно духовно заряженного высокого уровня. И каждый, кто вот сонастраивается с этим, а если вы идете по пути духовного развития, скорее вы всего про это слышали, то происходит некое раскрытие. А в этом году финальная часть этого выравнивания как раз-таки 7-7. Кроме того, что дата 7-7 сама такая сильная, да, получается, это вот финал. Более того, с точки зрения астрологии, там у нас что-то происходит с Ураном, планета коммуникации, очередной виток 7 лет, но это вот не ко мне, да, я ни с какой стороны не астролог, и пересказывать чужие вещи прям очень сильно не люблю. Тоже там некий процесс инициируется, переломный, серьезный. Дальше нас ждет то, что по майянскому календарю назывался День вне времени. Вот с него, кстати, начались групповые медитации в 2012 году. Мне очень понравилась эта идея. 25 июля – День вне времени. То есть, когда один цикл закончился, у нас как? 31-го ждем Новый год, да, 1 числа все закончится. А там промежутки один день, когда ты можешь выключиться осознанно от всего того, что у тебя было в прошлом цикле, да, и простроить планы, посмотреть, что для тебя актуально, куда иду дальше на следующий год. И мне эта идея очень тогда понравилась. Но самое главное, что вот именно с 26 июля, по майянскому календарю, это начало цикла, я про мая особо ничего не знаю, но вот с точки зрения духовных практик, там начинается так называемый планетарный или галактический Новый год, когда энергия идет вот так вот, вот так вот, вот так вот вверх, даже круче бывает, чем перед солнцестоянием летним. И пик состояния – это 8-8, врата Льва, 8 августа. И вот там эта связка, да, начинает восхода Сириуса, портал Сириуса, врата Сириуса, по-разному в разных местах называют, и врата Льва. И вот это вот прям по нарастающей, по нарастающей. А что происходит важного именно в связке вот с вратами Льва? В тот момент подгружаются инструкции для души на следующий год. И нам требуется август, сентябрь, и где-то в октябре мы начинаем чувствовать вот это новое дыхание. Новый год у нас по календарю начинается, все знаете, 1 января. А вот это ощущение единичек до чего-то нового появляется в октябре. И вот требуется август, сентябрь и октябрь для того, чтобы вот начать распаковывать, расшифровывать то, что загружается именно на врата Льва. Поэтому еще раз, энергия, она вот так вот потихонечку начинает выстраиваться, но в этом году есть особенность, что именно в этом году Лорен Гарго, а это тот канал, точнее бывший канал, канала бывшими не бывает, но раньше она принимала челленджи, а сейчас пишет огромные тексты с потрясающими пояснениями насчет того, что именно в этом году у нас с вами будет переломный момент. И вот я сейчас прям зачитаю то, что выкладывала в анонсе, да. Врата 7-7 сродни перезагрузки сознания, которые приводят нас в соответствии с высшим разумом. Перезагрузка сознания. И дальше вся конфигурация этого года, насыщенная энергией дома, воспринимается как точка активации воплощения, смещая само понятие духовности небес на землю. Это то, о чем я планировала сегодня поговорить. Но вот в свете того, как я ощущаю именно вчера и сегодня, мне хочется все-таки зайти вот в эту тему, которая написана чуть выше в анонсе. Для тех, кто готов к космической перезагрузке, это будет равносильно моменту чистого листа, который очистит старый жесткий диск от древнего кармического программирования и возникающего в результате этого миазматического мусора, накопленного, наследованного нашими предками на протяжении многих жизней. Чистый лист очистит жесткий диск от старого кармического программирования.
Вот кто писал, что не очень как-то там вот эти последних 2 дня, вот, может быть, это были предвестники состояния. У меня очень практичный подход к любым ченнелинговым посланиям, но сразу сделаю примечание информативным. Не когда вас там по головке кладет или наоборот говорят, какие вы не такие. А я люблю читать материалы там, где все время берешь что-то новое. То есть там либо практический подход, либо какие-то новые знания, ну, в общем, который помогает тебе сориентироваться, двигаться вперед, а не вот это самоуспокоение, все классно, вы молодцы, впереди планеты всей. Вот. И вот у меня очень практический подход. В каком плане? Когда нам пишут, что на горизонте нечто суперское, нечто классное, я всегда говорю, будьте готовы пристегнуть ремни. Памятуя о том, да, что если идет водопад энергии, в первую очередь он высвечивает все то, на что вы закрывали глаза, на что вы не обращали внимания, чего вы боялись, что у вас в жизни не сбалансировано и так далее. А поскольку не сбалансированная по большей части у нас личностная часть, вот приложите к себе, что в последние 2 дня происходит. Поднялось у вас или нет. Поэтому за любым таким вдохновенным посланием, да, стоит то, о чем не написали. И вот очень часто приходится обращать на это внимание, потом, оглядываясь назад, хотели вот это, так для этого, извините, надо попахать, потрудиться, и вот оно все тебе как на блюдечке преподнесли, для того, чтобы точно мимо не прошла, все заметила и все поняла. А иначе как вот мудрость накопить? Никак. Только через личный опыт, преодоление себя, встреча со своими вызовами и так далее. И вот здесь вот, хотя послание сильно духовное, потому что Лорен пишет, кто читал наши статьи, мы как раз к «Вратам льва» я готовлю, постепенно собираю, да, цикл статей, именно основанный на информации Лорен Гарго, именно такой информативный, фундаментальный путь, что, зачем, почему. Потому что поняла, что целостная картинка, когда не складывается, да, вот такие состояния зависания и между небом и землей вызывают очень мощный такой состояние потерянности. Давайте так это обозначу. Потому что ориентиров нету. А там есть важный маркер, на который стоит обратить внимание. Да, если ты с душой контакт установил, следующий этап, ты переключаешься извне внутрь и начинаешь делать что-то не только для себя, да, но и для других. Но это, еще раз говорю, последняя трансляция, 168-я, мы там это все подробно разобрали. Нам остается разобрать часть следующую. И вот это духовное послание, оно было про небеса на земле. И сейчас я к этой части перейду. Но там вот это из первой, кто готов к перезагрузке, начать все с чистого листа. Все-таки я придерживаюсь той концепции, что мы все взаимосвязаны. Даже если мы в это не верим, даже если мы про это не знаем, все люди на Земле являются частью одного большого целого коллектива под названием человечество. Или как Джейсон называл Эстис, да, команда человечества. Поэтому не могут процессы идти, вот, например, только для какой-то группы людей, вот те, которые там пионеры, первопроходцы, продвинутые какие-то, оно затрагивает всех. Поэтому призыв мой тот же самый. Если вдруг вляпаетесь в ситуацию, когда вас начинает трясти от эмоций, не пытайтесь принимать поспешных решений в плане того, все, развод, деньги пополам, вот это, с работы увольняюсь, нафиг мне вот это все надо и так далее. Не рубите с плеча, как говорят. Сейчас высвечивают все дисбалансы, но не для того, чтобы вы бросались в омут и вот на волне этих эмоций пошли что-то творить, сжигая мосты, а для того, чтобы увидели, задумались, подумали, что с этим можно сделать. Хотите ли вы вообще это делать? Может быть, действительно пришло время что-то переначать и изменить в своей жизни, но не сгоряча на волне эмоций. Поэтому вот позиция это наблюдателя, со стороны наблюдаем, эго-личность бьется, не знаю, там что, в истерике, в слезах, еще в чем-то. И где-то вот оставляйте рядом эту мудрую часть, которая со стороны смотрит и понимаешь, я сейчас нифига не понимаю, что происходит, и понимаешь, что меня трясет, колбасит. Основная задача сейчас позаботиться о себе, а все решения важные будут приниматься, когда я вернусь в нормальное состояние, и мозги хотя бы включатся. С точки зрения биохимии это все понятно. Да, что когда так трясет, мозги отключаются, аналитическое мышление и так далее уходит. Поэтому не рубите с плеча.
На самом деле вот это явление чистого листа и переломного момента – вещь хорошая. Я вот прям недавно составляла список статей всех материалов на ключах. Их оказалось 930 ровно штук. Я перелистала их все. И как раз-таки дошла до момента, вот там до 2012 года, и это было мое в то время ноу-хау. Потому что у нас были те, кто вообще не в теме, и были те, кто повернут на духовности. То есть вот было только две группы людей. Совсем вот обычные люди, которые живут своей жизнью, там, неважно, хорошая она, плохая, просто живут. И вот повернутые на теме, потому что только-только это стало все появляться, и кто-то прям так загорелся, впечатлился и вперед вот с песней. И тогда для меня в какой-то год было очень важное откровение. Вот мы поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Ты же не просто работаешь над собой, да, ты же не там. Тогда цели не было улучшить свою жизнь, что-то от этого выиграть. Вот просто, тебя пихали, толкали, ты шел в темноте на ощупь. И вот в какой-то момент ты чувствуешь, что все основные вопросы, точнее, все свои основные заморочки в жизни ты уже решил. С отношениями разобрался, с деньгами более-менее все понятно, вот здесь понятно. То есть, понимаете, вот основную эту часть уже для себя простроил. Если были какие-то травмы, они либо полностью, либо частично исцелены, через глубочайшую трансформацию уже прошел, и на выходе вот ощущение, что там был вообще совершенно другой человек. Наверняка эта тема вам знакомая. И вот ты стоишь на вершине горы. Я вот помню, тут прям писала текст, вот, и ты стоишь на вершине горы. Что дальше? Это вот было тогда, много лет назад, мое откровение. А потом ты начинаешь спускаться вниз. Почему? Потому что когда ты находишься на вершине горы, есть только ты, и никакой пользы миру ты не приносишь. То есть свою изначальную хотелку достичь чего-то ты достиг. Вот ты туда забрался. Все. Основные вопросы у тебя закрыты. Дальше что? Так и будешь там один куковать? Сори, неинтересно. И ты начинаешь спускаться с горы. Но ты спускаешься совершенно в другом качестве. Почему? Потому что вот этот опыт подъема в горы, кто ходил, помните, да, насколько тяжело, рюкзаки, не хватает дыхалки, ноги болят, тут споткнулся, дорога неровная. Я такой прям хайкер, и поэтому не судите за это строго называется. То есть через вызовы, через преодоление. У меня, кстати, был такой, мы на гору Синай пешком ходили. Вот там действительно вздыхаешь, уже хочешь остановиться. Потом думаешь, нет, отдышался, набрался сил, и я готов идти. Но это, в принципе, отражение нашего жизненного пути. Мы же так всегда, да, вроде как дошли до какой-то промежуточной остановки, отдохнули, там привели себя в порядок, и где-то там отрыдались, отплакались, идем дальше. И на выходе ты доходишь. И вот с этим опытом преодоления, с этим опытом встречать вызовы, вытаскивать, как барон Мюнхгаузен, себя, когда ты в состоянии беспомощности падаешь, потому что в одну дверь стукнулся, в другую дверь, в третью, ничего не работает. Накоплено за эти годы вот колоссальное количество опыта. И не весь он мусорный, есть результативные. А даже когда не складывается, на выходе ты имеешь жемчужину потрясающей мудрости. Вот туда ходить и больше не надо. Нафиг мне нужны такие отношения, допустим. Или работодатель, который не уважает людей и ставит себя выше всех. Это дорогого стоит. И вот с этим практически нажитым, пережитым опытом ты возвращаешься обратно в мир, к людям и начинаешь с ними взаимодействовать. И не обязательно служить в плане, вот как мы ведем трансляции. Мы все равно ходим, зашли в магазин, пообщались с продавщицей. Кто еще с продавщицами в магазине общается? Я думаю, я не только одна, я такая. Там с соседями поговорили, в транспорте с кем-то парой слов перекинулись. Иногда просто улыбнулся. У нас был потрясающий комментарий на каком-то курсе. Мы там тему проходили, говорит, иду, говорит, внутри все кипит, все не то, говорит, а тут мимо мужик на велосипеде, я, говорит, про него думаю так-то, такой-то, сякой-то, сейчас меня собьет, вообще не знает, куда ехать. А он улыбается, говорит, доброе утро вам. И настроение сразу улучшилось. Вот элементарная вещь какая-то, да, ничего не стоит. А вибрационный фон тут же меняется. И вы возвращаетесь обратно.
И вот это и есть переломный момент. Переломный момент у Лорен, в частности, для первой и второй волны пробуждения. То есть это те, кто вот встал на путь соединения со своей душой, начиная с 2000 года по 2004. Вот последние там 23-24, если это поздний, да, а, года коридора этого, там, скорее всего, это вот уже новая волна идет, которая совершенно другая. По качествам, по характеристикам, по задачам. Вот для них, поскольку одни закончили соединение со своей душой, и их задача теперь, да, научиться проявлять себя во взаимодействии с другими, в том числе, поддерживая их, вот этих вновь пробужденных. Наша волна, она закончилась тем, что начинает переключаться. И вот я прям благодарна самой себе этой идее, кто мне в голову подсунул на тему того, что собрать эти материалы, потому что поток откровений не останавливается. Я так все дальше. И мало того, что перепросмотр своего духовного пути сделал, еще много чего происходит. Как раз-таки вот в связке с переломным моментом этим. И на выходе ты, ну, во-первых, набрана критическая масса людей для того, чтобы наконец-то вот эти небеса опустились на землю. Но они опускаются не сами по себе. Небеса, духовное, называйте как хотите, опустились на землю через нас. Потому что для них, для этих двух волн, пришло время, вот все, что вы узнали, все, весь потенциал своей души, который вы раскрыли в этой жизни, принести в тело и на землю. Это на самом деле мощнейший период. Но это подразумевает кардинальные перемены для конкретно взятого отдельного человека. Сейчас говорю, у меня мурашки тоже по спине бегают. И вот тот, кто вот это состояние зависания, вот первые полгода, вполне возможно связано с этим. Поэтому ждите, у нас еще третья часть будет статьи, уже продвинутая для таких вот, как я. Но, может быть, там какие-то ключи соберете. Потому что небеса на землю сами не приходят. И Спаситель, кто у нас там, да, Иисус Христос, третий приход не будет. Мы это делаем сами, собирая свой весь опыт, аккумулируя, проживая его, делая выводы, находя свою ценность, видя свой конкретный вклад в происходящие во все эти процессы. А еще раз, да, это только ты когда с душой соединяешься, это все про тебя. Все про тебя, про тебя и про тебя. Ну или для меня. Есть такие варианты. А дальше все строится на взаимодействии, на взаимосвязи. Это вот ключевой момент. И вот ты возвращаешься обратно. Координаты новые. Уходил ты в гору, не знаю, ну давайте метафору такую приведу. Было одно столетие, возвращаешься с горы, уже другое, эпоха поменялась. И если раньше там за 100 лет мало чего в какой-нибудь глубинке менялось, а возьмите, допустим, я не знаю, 50-й год какой-то и 80-й, интернета не было, интернет есть. 5 лет назад нейросетей не было, сейчас они есть. Машин когда-то не было, и вдруг они появились. Понимаете, да? И вот если ты ушел в гору, в отшельничество, в монашество, называйте как хотите, когда вот этого ничего не было, и сотовых телефонов не было, а тут ты возвращаешься, и у тебя такое количество всяких разных, по крайней мере, технических штук, которыми ты вообще не знаешь, как пользоваться. А за последние годы большие изменения произошли. Это очень хорошая такая аналогия, которая помогает понять. Поэтому нужно пересмотреть. Но самое главное, сейчас еще раз вернусь к тексту. Я читаю, запоминаю, потом перевираю все. Потому что у меня идет своя вот эта обработка. Теперь духовность перестает быть чем-то внешним и становится тем, что может быть только прожито и воплощено, то есть реализовано, проявлено через себя. Это глубокий переход от эпохи духовных учений к эпохе духовного воплощения, когда небеса воплощаются на земле, то есть проявляются. Вот это английское слово embodiment, оно со словом тело связано. У нас вот воплощение, перевод он не такой. Да, уже будет проявляются. Наверное, будет лучше звучать. Ну и теперь мы коллективно достигли точки, которой достаточное количество душ достигло вибрационного порога, необходимого для преобразования земной формы в состояние световой формы. То есть критическая масса набрана.
Поэтому момент переломный. Тут вопрос, что мы с этим будем делать. Хотим ли мы это? И как себе помочь в этом процессе? Как вам тема? Поэтому, если вдруг кого-то трясет, эту часть с вами разобрали, а вообще это на самом деле очень позитивный, это, скажем так, побочный эффект, когда что-то в жизни не сбалансировано, чтобы оно высветилось. А вообще время потрясающее. И говорю, это вот не закончится прям сегодняшним днем, мы прям до 8 августа будем идти на пике. А вот потом там будет интересная история, потому что в разные года было по-разному. Иногда после вот этих врат льва можно было летать аж до сентября, ну, состояние драйва, все могу, получается, вот это все суперски так. Но я помню какой-то год, когда не успели эти врата закрыться 12 августа, считается, они закрываются, и все. И состояние вот такое. Ай. Поэтому посмотрим, как будет в этом году. Загадывать вперед не будем, но сейчас мощная вещь. Соответственно, в сегодняшней групповой медитации, чтобы принять участие, нужно понимать вот эти аналогии и метафоры. С подъемом горы-то я рассказала, но вообще это все связано вот с тем циклом материалов, который мы выкладываем. Я уже выложила про пробуждение, про пути вознесения. А вот эти волны пробуждения до начальной точки, они перетекают. Потому что там следующая задача. Да? Первая – соединиться со своей душой. Вторая часть – соединиться со своим высшим «я». Третья часть – соединиться с высшим «я» высшего «я». Если прям совсем упрощенно говорить. И вот когда ты переключаешься с одного на другого, то есть этот этап закончен, там есть так называемые барьеры, их на самом деле не существует, но нам очень сложно переключаться, потому что очень большая разница. Еще раз, все, что я делаю для себя, и тут вдруг все, что я делаю не для себя, а потому что вижу свою взаимосвязь с другими. И не ради жертвенности или там самопожертвования, а потому что я вижу ценность полученного опыта, и это мой вклад. Поделиться этим опытом, набранной вибрацией, светом, любовью с другими людьми. А уж в какой форме это будет, не обязательно всем учительствовать, да? Это роли не играет. Поэтому метафору, которая будет сегодня вплетена в медитацию, я решила, что мы с вами будем подниматься. В свое время, вот тема мне очень нравилась. Я так выяснила, сейчас многие фундаментальные такие вещи не читают. Раньше же мы, когда пришли книги к району, мы читали все, что ченнелинговые читали подряд в запоме, потому что это был хоть какой-то свет в оконце. И вот в свое время у Элизабет Профит была такая потрясающая картинка, такой золотой столб. Тут стоит фигура, над ним еще одна фигура такая уже более золотистая, прозрачная, и сверху третья фигура, и там такое огромное, сияющее, радужное солнце. Это такой подъем, да? Я вначале соединяюсь со своей душой, потом я соединяюсь со своим высшим «я», а потом я поднимаюсь к высшему «я», то, что называется божественное «я». Подъем на гору. По пути я накапливаю опыт, накапливаю мудрость, собираю свои жемчужинки всякие разные, отрабатываю там свои, точнее, исцеляю травмы и так далее. Проясняю невыясненные какие-то вопросы, но суть такая, вот он подъем на гору. И когда уже дошли, ты начинаешь спускаться с вершины горы обратно. Обратно в свое тело. Вот сейчас то же самое. Ты сказала, медитация будет символической. Она символизирует вот этот путь, по которому мы идем. Соответственно, в зависимости от разных уровней. Если вы вот только на ключи случайно попали, я сейчас не говорю, вернее, в тему только вашей. На ключах вы могли оказаться совершенно случайно, например, давно занимаетесь духовными практиками, медитациями. Вот если вы впервые вообще в эту тему входите, и то, что я говорю, сейчас звучит очень странно, мы поднимемся, да, и вот это первое соединение с душой, то есть первая фигура над вами в столпе золотого света, вот сюда зашли, постояли, почувствовали, а дальше спросите себя, хотите ли вы дальше подниматься. Вот я считаю, этого достаточно. Но это вот кто только в тему нашу заходит. То есть она для вас, и потом просто там вот сколько времени мы будем дальше ходить, вы здесь находитесь. И потом
возвращаемся обратно. В чем смысл в любых наших медитаций? Не просто помедитировал, что-то там попредставлял, почувствовал, да, а вот все, что ты сделал, ты забираешь с собой, как я называю, якоришь в своем теле. Ну, нафига подниматься в какие-то духовные дали, да, чтобы вот полетать? Нет. Чтобы в теле это все прочувствовать. Пусть даже там крупица радости, крупица любви, крупица истины, крупица чего-то. И ты эти крупицы забираешь с собой. Для чего? Чтобы в повседневной жизни пользоваться этим, ну и накапливать внутри себя, если это вообще накапливается. Вот эти состояния. Я называю это якорить. Почему? Потому что тот, кто никогда не испытывал настоящей любви, не вот это ты мне, я тебе, да, ты меня любишь, я тебя буду любить, а вот настоящая любовь, это вибрационное состояние очень высокого уровня. У него этой прописи внутри нету, не прописано. Но когда ты хоть раз прикоснулся к этому, к такой вот безмятежности, и тебе не важно, что там, где там, ты все равно пребываешь в состоянии любви. Оно уже внутри твоих клеток, внутри твоей энергетики прописано. У тебя там такая прям подпись стоит. Вот я сейчас свою подпись нарисовала, вот она такая подпись стоит. И в какие бы ты ситуации не проваливался, как бы тебя ни колбасило в разные моменты, у тебя эта подпись остается. Как там было раньше, да? Право первой брачной ночи. Вот у тебя эта подпись есть. И тебе уже в разы проще вернуться туда-обратно. Поэтому возвращаемся обратно. Ну, а остальные мы с вами идем дальше. Соответственно, первая часть мы поднимаемся вот на уровень души, дальше мы поднимаемся на уровень высшего я, и там расправляемся по полной, впитывая по максимуму все, что возможно. И кто почувствует желание, поднимаемся выше вот к божественному я. Делать нужно только одно – позволить и разрешить вот этим всем энергиям проникнуть. Тело остается здесь, поднимаются обычно все эти духовные тела. Вот пролить этот свет с каждого уровня. Теперь идем в детали. Не для новичков, да? Проливаем свет вниз, напитываем духовное тело, напитываем ментальное тело, напитываем эмоциональное тело, напитываем эфирное тело, напитываем физическое тело. Чем? Эманациями, светом и любовью своей души, эманациями, светом, любовью своего высшего я, эманациями, светом и любовью своего божественного я. Сори, но я вот вчера сидела целый день, думала над практикой. У нас финальное занятие в энергетическом апгрейде. И мы как раз там эти тела, уровни я своего собирали, я что-то подумала. И сейчас оно вырвалось, видимо, но это надо. Я когда спросила, какая будет медитация, вот пришел вот этот вот образ. Значит, это нужно сделать всем. И мы с вами сейчас сделаем. Единственное какое предупреждение, на каждом из этих уровней вы можете остановиться. Если чувствуете, что все, дальше не надо, не хочу, да? Основная задача – подняться вместе в круге. Всегда получается легко. Задача – забрать это с собой. Вот поставьте какой-нибудь значок, что вы услышали. Забираем свет, забираем любовь, забираем мудрость, все, что хотите, да, своей души, своего высшего я и своего божественного я. Для начинающих просто в тело все это грузим. Ну а для тех, кто с нами давно понимает, что есть ментальное, эмоциональное, духовное тело, будем туда это все проливать. И, кстати, спасибо всем, кто в вопросах у нас поучаствовал на тему волн пробуждения, уровней и так далее, потому что это помогло. Вот я же раньше так вот подробно все рассказывала, и начало, и введение. Потом как-то уже подумала, что все уже все знают, уже с нами не первый год, типа что одно и то же много раз повторять. И тут, когда выяснилось, что у нас огромное количество вот вновь присоединившихся, и вы такие детали не знаете, вот благодаря вашим вопросам, да, я эти вот разворачиваю. Ну, понимаете, да, с 2012 года по 25. Сколько, 13 лет? У нас, кстати, в этом году в октябре будет 15 лет ключа мастерства. Я тут недавно сообразила. Прям юбилей такой.
Сейчас я немножечко так это заземляюсь. Много. Вот раньше было легко. Заходишь в YouTube и видишь циферку, а сейчас, чтобы увидеть цифру, ну вот я не увижу ВКонтакте, меня оттуда выбросило. Авторизация слетела, я не успела перед эфиром авторизоваться. Я вижу, что эфир идет. А сколько вас там? Я не понимаю. Вот. Ну и, кстати, вот это ощущение круга, а тут где смотреть? Ну, больше 1000 в любом случае. Для ключей, конечно, это маловато в целом, но больше 1000 это вообще, представляете, немало. Там 1500 это, ну, это хорошо. За счет этого вот групповой медитации работаешь, людей много. Ну и на всякий случай вводное для начинающих, значит, мы в первый раз встаем все в круг вместе, а потом дальше вы делаете то, что я говорю, мы там в круг света объединяемся. Я на втором круге приглашаю тех, кого нет, но кто выразил намерение присутствовать. Мы когда вот вешаем анонс там всеми, если не сможете присутствовать, вы выразите намерение встать в круг. И на втором раунде мы их включаем в круг света. И дальше поднимаемся все вместе. Они потом только слушают, что на самом деле происходило, и иногда заранее пишут ощущения свои, какие были, забыли, не пришли, а на выходе вот этот подъем сегодня ощутят точно. Поэтому, если кто-то будет смотреть это все в записи, напишите, что с вами происходило конкретно 7 июля, вот сейчас без 20 у нас 2 по Москве. Чувствовали вот это ощущение подъема и свиста в ушах. И на третьем круге я приглашаю обычно учителей, наставников, ангелов-хранителей, мастеров и так далее. Все наши высшие аспекты. Почему? Потому что, ну, они-то как раз, да, и помогают это все усилить и поднять вверх, чтобы эта штука была безопасная. Поэтому, если вдруг кто-то, бывает у некоторых людей в такие моменты, когда я начинаю приглашать высшие светлые силы, да, в голове мелькает какой-то человек. И вот как у меня образ перед глазами хопа, как медитацию у меня мелькают. Вы можете с разрешения высшего я, прям так фраза звучит, с разрешения высшего я приглашаю в круг наш встать. Почему только так? Потому что если разрешение есть, человек встает в круг, и обычно они ощущаются, знаете, с такими менее проявленными фигурами. А если нет, соответственно, нет. Но за приглашение спасибо. Итак, сделайте, пожалуйста, медленный, глубокий вдох, выдох. Давайте спустим всю энергию вниз. А ее вообще надо почаще вниз спускать. Почему? Потому что, ну, информативная активность у нас высокая, ментальная. Соответственно, здесь у нас всегда много всего. Вот прям так спускаем вниз, через ступни в землю. Еще один глубокий вдох. Прям на выдохе направьте энергию, прям выдыхаете, и она вот через колени проходит, ступни вниз в землю, якоримся на земле. Устанавливаем с ней связь. Потому что чтобы высоко подняться, нужно классно заземлиться. Правило очень простое. Иначе снесет. Задача, чтобы поднимать, чтобы привнести в тело. А как ты принесешь, если ты контакт с собой потерял? И теперь несколько глубоких вдохов. Сфокусируйтесь на центре груди, на своем сердечном центре. То есть в районе сердца, но по центру груди прям несколько очень медленных, осознанных, то есть вдумчивых, да, вдохов-выдохов. Прям вдыхаем медленно и выдыхаем медленно. Можно обратить внимание на те ощущения, которые присутствуют в теле. Колет там, свербит, бывает чешется, бывает мурашки табунами бегают, бывает тут ощущение крылья чешутся, как мы смеемся между лопатками. Там жар, холод, любые проявления. Главное, что вы обращаете внимание. Иногда ноги, да, такие дрожат, ощущения дрожи. Когда-то бывает шум в ушах. Ну, в общем, любые физические симптомы, которые сейчас ощущаете. Мы устанавливаем контакт со своим телом. Потому что с душой, с высшим я можно только изнутри тела соединиться, а не когда ты в мозгах. Точнее, в уме. И сейчас сделайте медленный, осознанный вдох.
Если вдруг вот были эмоции, было волнение, было напряжение, ну, в общем, что-то такое, что мы называем дисбалансом, да, несбалансированным состоянием. Прям втянули в себя и выдохнули. Избавляемся. У кого воображение богатое, можете представить, что вы выдыхаете, и там фиолетовое пламя все это прям выжигает, трансмутирует. Еще один глубокий вдох и выдохнули. На самом деле мы настраиваемся, да, дышим сердцем, настраиваемся на сердце на свое. Может быть, сердцебиение свое услышите. И вот после такой небольшой совершенно процедуры обычно чувствуется такое ровное, стабильное состояние. Вот то, что надо, да, для того, чтобы вообще войти в медитацию, переключиться на альфа-волны. А мы сейчас же с вами вверх пойдем, поэтому такое ровное, стабильное состояние подразумевает, что сделали как надо. И сейчас, ну давайте ощущение легкости полета вспомним. Вспомним, наверное, это про умом. Вы можете вспомнить любой момент, когда вот вы чувствовали вот это ощущение легкости полета, но мне бы хотелось вас сфокусировать на вашем теле, как это в теле ощущалось, то есть как это проявлялось. Вот, например, когда нам страшно или мы переживаем, ощущение, что дрожит солнечное сплетение, он прям крутится там, как будто там термоядерный какой-то реактор находится. Когда идет расширение сознания, такой прибалдевший, да, все раскрывается. Вот легкость и ощущение полета. Как в теле отзывалось? Вот через ощущение в теле. Давайте зайдем сюда. Как будто тело может быть менее плотное, да, как будто ты больше, шире стал, светлее, не знаю, там легче и так далее. И вы сейчас зачерпните эту вибрацию легкости, прям вот вдохните ее, вот только вибрацию легкости. Глубокий вдох через сердце и на выдохе прям представьте, что выдыхаете через правую руку, через правую ладонь. Мы с вами объединяемся в единый круг света на вибрации легкости. И сейчас вы сделаете еще один глубокий вдох, зачерпывая еще раз вибрацию легкости. Прям втягиваю себя на выдохе, еще раз направьте поток через правую ладонь, но теперь прислушайтесь к ощущениям в левой руке. Мы с вами, когда встаем в круг света, да, энергия проходит по кругу и возвращается обратно через левую ладонь, заходит обратно в сердце. Но только в отличие от того, когда делаешь ты сам, представьте, сколько людей, сколько у них ощущений легкости, с какими-то событиями связано, сколько там оттенков, вкусов, нюансов. И вот почувствуйте, попробуйте почувствовать, как это возвращается. И самое главное, вот ощущение другого качества, обогащенное. В этом вот сила группы, групповых медитаций. Онлайн, потому что огромное количество людей собирается. Хотя если 1500 человек вживую собрать, там, наверное, тоже будет круто, но я не представляю, какого размера должно быть поле, чтобы там в круг стать. И пока вы объединяетесь, я приглашаю в этот круг всех тех, кто будет проходить эту медитацию в записи. И сейчас мы с вами сделаем в третий раз глубокий вдох-выдох. Еще раз зачерпните энергию легкости, направьте его по кругу. Я приглашаю в этот круг ваших наставников, ваших ангелов-хранителей, вашу душу, ваше высшее Я, ваше божественное Я, божественная мать и божественного отца, учителей каких-то духовных, если вы с ними работаете. Прям целое, как раньше говорили бы, воинство света, да, это целый круг света. Если вдруг сейчас вот всплывет какая-то мысль, захочется еще кого-то позвать, с разрешения высшего Я.
Так скажите, приглашаю в круг света поучаствовать в нашей медитации того-то, того-то с разрешения высшего я. И сейчас хотела сказать, обратите внимание на ощущения в теле, вот как эта мощь круга ощущается. Ощущается-то легкость теперь. Поэтому в конце, если не забуду, сделаем. Сейчас мы с вами остаемся стоять в круге, в мощном такой, с мощной поддержкой, да, высших сил. И, оставаясь в круге, переключаемся на индивидуальную работу. Сегодня мы с вами символически проходим этот путь от соединения со своей душой, со своим высшим я, со своим божественным я. Но поскольку нам нужно взобраться, вскарабкаться на гору, представим, что мы поднимаемся вверх. Для этого сейчас, пожалуйста, сделайте глубокий вдох сердцем. На выдохе прям вот почувствуйте, что как будто бы оттолкнулись, подпрыгнули и взлетели. И мягко-мягко поднимаетесь, прям тело свое отпускаете и позволяете себе подняться до того уровня, где обитает ваша вечная бессмертная душа. Как вы там ее представите в виде облачка, в виде ощущений, роли не играет. В виде парящей фигуры какой-то. Прям поднимаемся. И когда почувствовали, что подъем остановился, как будто движение прекратилось, да? Делайте глубокий вдох, вдыхая свет своей души внутрь себя. Сделайте глубокий вдох, вдыхая любовь своей души. Сделайте глубокий вдох, вдыхая мудрость своей души. Может, еще какой-нибудь ключ придет. Опыт своей души давайте вдохнем. Проявленность своей души. Дальше мы поднимемся еще выше. Просто уже отпуская тело, не отталкиваясь, вверх к высшему я. Если у кого-то есть сомнения, готов ли он туда подняться, или вдруг ощущение, что надо остаться, то оставайтесь. Мы поднимаемся. Прям просто тело отпустите. Как будто бы по золотому столпу поднимаемся вверх. Потому что там уже вот вокруг вас выстраивается такой золотой столб, и мы просто поднимаемся. Соответственно, кто остался на первом уровне, вот впитывайте вибрацию, свет, любовь своей души, и вот на вас таки проливается этот золотой поток. А мы соединяемся по максимуму из возможного со своим высшим я, с энергией высшего я. Глубокий вдох, втянули в себя эту энергию. Выдох. Глубокий вдох. Втянули в себя свет своего высшего я. Еще один глубокий вдох. Любовь, умение любить безусловно, принимать, прощать.
знание своего высшего я. Мне даже зевать потянуло. И еще один глубокий вдох, выдох вниз через ступны, воспаряем к нашему божественному я, если готовы, хотите. Там сияющий, более сияющий свет, менее яркие краски, ощущения. Возможно, даже ощущение, что вот голова кружится, потому что расширение идет очень большое. И повторяем тот же самый процесс. Божественное я, заботливое, внимательное, любящее, терпеливое, очень мудрое. Как бы вы ни косячили, какие бы ошибки ни совершали, всегда поймет, всегда поддержит. Всегда верит в вас, даже когда вы сами в себя не верите. Знает, что вы можете. Почему? Потому что уже 1000 раз смогли. Почему в этот раз должно пойти что-то иначе? Опять же, сделайте несколько глубоких вдохов, впитывая в себя все, чем может поделиться с вами Божественное Я, и что вы готовы принять. И сейчас мы сделаем глубокий вдох, выдыхая и направляя поток золотой, сияющей, переливающейся энергии вниз. Но вначале не физическое тело, а прямо вот на всей этой высоте, этой колонны, в которой вы находитесь, оттуда вниз, омывая ваше духовное тело, которое мы сейчас купали, да, в этих энергиях, ментальное тело, эмоциональное и физическое. Напитываю их и светом своей души, и светом своего высшего Я, и светом своего божественного Я, и их любовью, мудростью. И в какой-то момент вы почувствуете, что вас вот обратно тянет вниз, причем с ускорением таким. Возвращаемся обратно в тело, забирая с собой эту вибрацию, эту энергию. Сделайте медленный глубокий вдох, медленный выдох. Я вам напомню, что мы с вами стоим в круге света. Такие мощные колонны. Получается, 3 уровня над вами, над каждым. Попробуйте почувствовать друг друга.
Когда человек со стороны заходит, со спины, мы же чувствуем присутствие чужое. Попробуйте присутствие друг друга почувствовать. Чтоб потом в минуту провала или там отчаяния в какой-то момент щелкнуло вот это ощущение. Я не одна, нас много. И пусть мы разные, но мы идем по одному пути. Делясь своим светом и любовью из сердца со всеми. Сделайте медленный глубокий вдох, медленный выдох через ступни. Поблагодарите наставников, ангелов-хранителей, душу, высшее Я, божественное Я, всех, кто принимал участие. И персонально, отдельно себя. И за то, что не сдаетесь, не останавливаете, поднимаетесь, идете и так далее. Медленный глубокий вдох и возвращаемся обратно. Такие разные состояния, но все прекрасно. А вот в чем разница? Напишите сейчас, я даже немножечко задержусь. Это вот откровение этого года было, что у нас есть продвинутый курс, я их называю, да? Почему? Потому что там вот на уровне, когда ни во что не верю, ничего не чувствую, делать нечего. Там начинающий, не начинающий роли не играет, да? Но вот ни во что не верю, препятствие. И у нас там очень много таких практик, там соединение со своими многомерными я 5-го измерения, 6-го, вот с этими штуками есть. А внутри у нас только вот в групповых медитациях можно найти, в других местах у нас этого как-то нету. Но поскольку вчера занятия для курса делала, и там я еще думаю, проводить медитацию там или все-таки практику дать. Между ними разница. Ну вот мы эту программу минимум выполнили, медитацию записали для всех. Я думаю, я ее вырежу и добавлю опять же в базовые практики. Даже есть подборка практик в центре обучения, там, где основа основ, которые вот рекомендую на каждый день. Потянет она. Мы, по-моему, в январе или феврале мы с вами новую базовую практику 2025 года записали, а тут она очень сильно отличается. Наверное, тоже стоит, подумаем завтра. Ну и самое главное, посмотрите внимание на свое состояние. Да, мы никак не можем проверить, поднялись куда-то, не поднялись. Ум может там много чего рассказывать, бла-бла-бла своего. Главное, что? Разница в ощущениях. Вот мы даже когда только начали с вами дышать, уже ощущение ровности появляется. То есть изменилось, да, состояние эмоциональное, телесное и так далее. И вот после медитации фиксируйте, обращайте внимание, что чувствуете. Иногда, конечно, бывает там головная боль, еще что-то, когда там с сопротивлением своим собственным столкнулся. Но по большей части это такое одухотворенное. А сегодня у нас должно быть сверходухотворенное. И с душой сконтачились, и с высшим Я, и с божественным Я. Поэтому вот и здесь, скорее всего, пламя вот прямо сжечь начинает, потому что вот так оно и размещается. Но принцип у нас такой. Поднимись высоко, и со всем накопленным опытом и своей мудростью вернись обратно в мир, к людям и взаимодействуй с миром и с людьми, проявляя небеса на земле. Для второй, третьей волны приходит время вернуться в мир, принеся небеса, которых вы достигли, на землю. И больше ничего не буду говорить, потому что это прям... Там не только мурашки, там табуны бегают. Все. Всем большое спасибо. Следующая групповая медитация у нас с вами будет 8 августа. Буду раз вот видеть этот мощнейший портал, да, портал Христосознания, когда вот эти коды загрузки идут на... не для человека, для души. Соответственно, цели, планы души проводит ревизию, и все это подгружается. Вот как раз 8 августа мы с вами встретимся в 13:00 по Москве. Всем большое спасибо. И кто в записи будет смотреть, с вас обязательно комментарий в качестве обмена. Ну и кто лайки ставит, тоже спасибо большое.